Ну, дом большой все-таки, 83 квадрата, поэтому хочется сохранить минимализм, но в то же время создать какой-то такой уют. Второй этаж. Привет, друзья! Салем Достар! Сегодня у Мадины, большое просто количество покупок для дома, которые нужно разобрать. Помните, мы с вами недавно ходили пару влогов назад в магазин минимализма. Так вот, я там набрала, реально на 300, 200, 200-300 долларов вместе всего. Примерно я еще закупила пару предметов, дополнительно белье, там 30 тысяч йен, это почти. Мы с Тошей переехали в эту квартиру всего лишь полгода назад, из них 3 месяца я была в Казахстане и только начала обживать дом. И все-таки я сходила и докупила 200-300 долларов всего, кучу для дома, и буду сегодня этим заниматься. Вообще в последнее время я стала больше читать японских журналов об организации дома, всяких вот этих умных штучек, лайфхаках для дома, для быта, как создать уют и в то же время сэкономить деньги, время и так далее. Но вообще, друзья, знаете, я заметила в последнее время, я стала совсем одиночкой. Вот, правда, я перестала встречаться с подругами, но с другой стороны я стала намного продуктивнее и больше, знаете, больше я вижу эффективности в том, что я делаю, и даже мысли стали более упорядоченные. Не знаю, либо я совсем в японскую культуру ударилась, либо просто, наверное, возраст. Скорее всего, последнее. Вот этот лайфхак с цветком я прочитала в этой книге, сейчас ее читаю, до сих пор не закончила, о том, как экономно жить, но удобно. Такая книга. Например, розмарин, лимон или оливковое дерево, можно расти его дома и использовать вместо цветка в доме. Оно будет пускать корни и заново саживать. Вместо того, чтобы покупать цветы. Они быстро вянут, и это дорого, правильно? Мы с Тошей не очень любим завтракать, хотя японские завтраки, они настолько такие плотные, рис, там даже сельдь, рыба и так далее. Но мне вот хочется сладкого, мы с Тошей привыкли, подсели на кофе. Но, конечно же, резко сахар с утра натощак, это вредно, поэтому я сейчас больше практикую такие какие-нибудь здоровые рецепты, сладости, но которые не вредят организму. У меня целая куча книг. Как заметите, я перестала делать вот эти огромные торты с кремом и даже мои самые любимые капкейки, потому что все, уже не хочется вот такого вот жирного. Японская еда такая деликатная, и приготовишь, и нужно это съесть за день, максимум 2, а это все потом лежит на полке 3-4 дня, тоже не ест так много жирного, поэтому я вообще перешла на больше японские такие сладости, которые, быстро готовятся. О! Некопан. Итадакимасу. チョコバナナでパンも美味しいね。よく合う。甘くないしそんな。Давайте посмотрим, что я накупила в этом магазине за 200 долларов. Это у нас такой мат, коврик для ванны. Он сразу моментально сохнет. Сейчас наступили холода. Так интересно. Я посмотрела, из чего сделан этот коврик. А оказывается, из водорослей, волокон каких-то и гашеной извести. То есть натуральный, 100% натуральный продукт.
Давайте проверим. Все высохло за доли секунды. Японцы придумают из всего, даже из своей земли, какие-то умные продукты. Надо же, да? Это у нас мини-вешалка. Думаю, для белья, но я конкретно ее взяла для кухни. Не знаю, куда повешаю, но это Япония, поэтому обязательно найду место приспособиться. Чудо-шарики. Да. Что вы подумали? Обязательно отпишитесь в комментарии. Я сама вообще ломала голову, потом поняла, что это оказывается для стирки, чтобы белье не запутывалось. Вот. А ланчбокс я вам так не показала. Вот такой небольшой взяла, удобный, тоже на работу или с собой мне брать. Здесь такие отделения можно составить. И хорошо, что можно греть в микроволновке. В микроволновке вредно именно то, что вы греете именно в пластике. Если не в пластике, то еще более-менее. О, вот эту штуку, как увидела, так сразу захотела и подумала, она мне точно пригодится. В японских домах удобно, что здесь все идет стандартно и всегда можно поменять дизайн или какую-то функцию в доме. Вот с одной стороны удобство квартир в Токио, в Японии. Пару блюдец нейтрального цвета, глиняные. Вообще взяла 2, не знаю, подойдет по цвету или нет, если что, потом доберу еще 4. Полотенце. Спонжик чисто для бокалов, это меня Тоша научил. Тапочки, все-таки решила эти тапочки, они более мягкие, более теплее, думаю. Скоро у нас будет в доме плюс 16-18. Да, отопления в Токио нет, не знаю почему. Но есть кондиционер, но я не люблю кондиционер. Постелим мы его вот сюда. У меня тут один есть коврик, но он у меня постоянно кочует оттуда сюда. Это у нас кафель, и отопления здесь нет, поэтому наступать очень холодно. Я решила проверить. О, уже сохнет. Засох. Теперь можно наступать сюда. Паньки. Круто. Вообще вещь. Давно хотела ее купить, и никак не доходили руки. Думаю, зачем она мне? В итоге, прям незаменимая вещь, скажите же. А если какую-нибудь резину или клеенку мы сюда постелим, все равно под низом начнет плесень и всякое вот это образовываться. А здесь просто, благодать. Вроде не так запутанно, но я вообще не помню, как было раньше. Так что, не знаю. Вот наш тамбур. Сейчас постелю именно вниз. Тамбур — это святая зона в Японии, правда. Видите, она отделяется прям глубиной такой. Но считается, грязь, которую вы принесли домой, нельзя заносить
именно в дом. Поэтому она специально отделяется, чтобы вы уже обувь снимали там. Мне тут уже откомментировали в инстаграме мои самые преданные подписчики. Анна, спасибо большое, что сюда забивается грязь и он плесневеет. Но в Японии с этим нормально, потому что у нас тут супер чисто. Я решила постелить его прямо сюда. На него не будем наступать, мы только будем на нем переобувать обувь. Когда я выхожу, например, по каким-то делам, там за стиркой, мне как бы неудобно переобуваться, и уже стало холодно, у нас тут тоже, конечно же, отопления нет. Получилось вот так. Ну, если даже мне надоест, я его поставлю в гараж, прямо перед входом с гаража в холл. Так что пригодится. У нас абсолютно чисто. Вот, я, наверное, вот здесь мыла, 2 раза за эти полгода. В основном пылесосью. Ну и вообще, если честно, не трогала эту зону. Ну вот чисто у нас, видите. Пыли практически нет. Здесь же песок, поэтому нет такого чернозема. Тапочки — это важно, чтобы они всегда стояли к вам передом. То есть, когда вы заходите, они должны стоять к вам передом. И когда вы выходите, тоже должны стоять к вам передом. Это обязательно. Ну, я все-таки поставила тапочки вот так. Так удобнее будет. В эту зону у меня уже другие тапочки. Эти домашние наверху, которые мы в зале, в спальне. Везде свои тапочки. Ну, чисто по-японски. Ну и правда сохраняют чистоту. Не носим грязь туда-сюда. Еще я взяла все-таки вот эту коробку в Муджи. Она внутри с пластиком, а снаружи какой-то материал. Сюда я кладу различные вещи, аксессуары для стирки. Где мы стираем специальное белье. А их много, и чтобы оно, так знаете, не разбрасывалось в кучу. Пришла какая-то посылка для Тоши. Что-то он заказал. Не знаю, что это. Это, кажется, пластиковые тарелки, но они такие прям супер модные. Мы познакомились тоже с очень крутым доктором. У него, знаете, по-моему, 7 машин, 4 детей. Он живет в квартире за, я не знаю, $2 миллиона или 7 миллионов, не помню. У него есть своя клиника, и там у него есть такой бар внутри, и мы будем там жарить мясо. Ну, Тоша готовит меню, я буду... нет, это бумажная посуда, чтобы не мыть, но в то же время смотрелась все элегантная еда. Ну, как знаете, как Тоша любит готовить. Такие изгибы. $20. Да, недешево. Когда обычно $2 стоят такие штуки. Перед тем, как идти в магазин, я обычно пишу список. Сегодня хочу приготовить, наконец, этот рис с каштаном. Помните, да? В прошлом влоге, как я упала. Каштан тут как символ осени присутствует, особенно в пирогах, в тортах. И, просто это грех не порадовать свой глаз и желудок каштаном. Во. Все, последний каштан в этом сезоне. Здесь безе внутри. Безе в виде каштана. Это рыбное тесто. Вы меня спрашивали как раз таки. Вот оно делается из остатков мяса рыбы, включая акулу, как я понимаю. Мясо акулы.
начинает сезона осени у нас в Токио, и хочется приготовить знаменитый рис с каштаном. Каштан у нас вот здесь варится минут 5-10, чтобы шкурка стала мягкой. Со шпинатом я приготовлю салат с кунжутом, кунжутными семенами. И затушу курицу с дайконом, имбирем и повседневными моими баклажанами.
Тоша так поздно пришел вчера в 10 вечера, и я уже голодная, сама все съела свою порцию, потом Тоша съел свою порцию, и я ничего не снимала и вообще даже забыла об этом. Но Тоша меня похвалил, сказал, что я уловила все японские ноты, особенно рис с каштаном, был обалденный аромат. Вообще это видео у меня заняло целую неделю, вот каждый день я снимала, что-то делала, как бы и дом прибирать, все это, обустраивать его, плюс по ходу снимать. Я буду очень рада, если вы тоже будете прививать какие-то японские привычки, ну, самые простые, конечно, которые будут упрощать вашу жизнь. Если мои влоги полезны для вас, это, ну, вот, как бы часть моей работы, и я буду очень рада, поэтому пишите свои комментарии. Ну и, конечно же, как всегда, я всегда читаю вопросы и ваши пожелания, спасибо вам большое. Завтра мы собираемся с Тошей на ужин, то есть вот к доктору, мы познакомились с доктором. Он, ну, невероятно, ну, я не знаю, миллионер или биллионер, у него своя клиника, интересно, в этой клинике конкретно у него есть бар-кухня. Я еще спросила, почему у вас в клинике именно кухня, целый бар. Грили, бары, где можно готовить мясо, например, и теппаньяки на японском называется. Он говорит, ну, просто я люблю готовить, поэтому сделал в своей клинике такой бар-ресторан, как бы личный. И Тоша хорошо готовит, и он будет готовить. Сегодня мы будем готовить, как бы он будет пробовать меню, нужно составлять меню, нужно ему пробовать как бы вкусы, какие соусы он... Ну, вообще, Тоша реально профессионал, он, не знаю, шеф-повар, хотя он никогда не учился на шеф-повара, он просто подрабатывал. В школе, когда был еще 16 лет, подрабатывала на кухне. Ну, как я, когда приехала в Японию, я тоже подрабатывала там и барменом, и на кухне, и вату продавала. Господи, что я только не делала, потому что деньги нужны были. Я думаю, буду готовить капкейки, скорее всего, морковные, потому что все-таки еще осень. У нас вообще жара, знаете, 22 градуса. Мне кажется, аномально тепло в этом году, но все уже ходят в пальто, в каких-то... таких длинных кардиганах и в сапогах обязательно. Просто, ну, Япония это модная страна, особенно Токио. Ну, все Токио настолько модное. У меня нет энергии, чтобы так одеваться. Я, конечно, пытаюсь в последнее время выглядеть на миллион. Правда, сейчас без краски, конечно. Я еще сходила в джим после обеда. Вот, зацените мои мускулы. Там кто там говорит, что Мадина совсем дохлая, а не скажите. Не скажите, Мадина, ага, это я. У меня, как бабушка говорит, как кто-то ей говорил, как даст кулаком в лоб, сухим своим. Да, Тоши, сейчас пойду вниз, посмотрю, он привез какую-то даже маленькую, кажется, камфору купил. Как раз я хотела набе. Ну вот, мне повод купить набе, так что в следующем влоге надо что-нибудь, какой-нибудь суп японский с набе сварить. Ну, в общем, друзья, всегда рада вашим комментариям, опять же. И хорошим, и плохим. Люблю всех. Да. Угу. Ладно, все. Я совсем навеселее, я все успела, поэтому я довольная. Ребята, вы спрашивали все время, где я беру музыку. Artlist. Ну, это лицензионная музыка для тех, кто создает контент. То есть здесь нужно ее скачивать, нужно. Она делается для использования в контенте. Ее можно найти только здесь. Например, рекламу, когда делают, отсюда берут. Есть два: SoundCloud и Artlist. Вот такая программа, то есть веб-сайт. Я все беру отсюда. Поэтому я не думаю, что вы сможете отсюда скачивать. Зачем вам деньги тратить? Я особые треки, которые вы просите, отправляю в Инстаграм. Ой, в Телеграм. Поэтому подключайтесь в Телеграм. Да, в Телеграм.